Добрый вам вечерочек. Вот уже близится 19 часов 24 апреля. И мы в середине вот теплицы высадим 2 рядочка, потому что помидоры уже перерастают. Вот самое интересное, вот мы февральские, я вам уже показывала, у меня все видео есть по этому году. Вот большой горшок высадили, распикировали. Вот маленький. Вот видите, какая разница. Ну, есть у нас еще и поменьше. Те, которые самые последние. Мы об этом будем говорить отдельно. Ну, вот сегодня мы будем их высаживать, потому что уже и цветут, и на цветочки. Все это уже просится в землю. Ну что, для этого нам нужно сейчас будет сделать очень важную подготовку. Обязательное условие, уже сколько лет, чтобы вкусные были. Получались томатики сладкие, такие, как в детстве, как когда-то все время. Вот мы уже нашли вот эту формулу. Эта формула состоит из товара из ветеринарной аптеки. Итак, первый это кормовые дрожжи. Вот они такие. Далее компонент очень важный. На украинской мове написано борошно-мясно-кисный. Это мясо-костная мука. Вот. Я специально, у меня таз такой есть. Все эти компоненты 1 к 1, все по килограмму. И вот она еще рыбная мука, очень тоже важный компонент. Здесь есть и фосфор, и калий. И, кстати, кальций, который очень нужен будет томатикам потом. Магний, который тоже очень важный. Ну, в принципе, вся таблица почти Менделеева вот в этих удобрениях. Вот здесь удобно их, видите, немножко вот эти удобрения вот так измельчу. Это у нас кормовые дрожжи, так вот чуть-чуть сбились. Запах, конечно, и рыбы тут такой больше всего перебивает. Вот. Главное хорошенько их перемешать. Отличная подкормочка, причем не однодневка, а практически весь сезон корни будут брать себе то, что им надо. Ну а теперь идем копать ямку, там, где будем садить. Я уже отметила веревочкой, чтобы рядочек был красивый. Отметила, где будут томатики. Вот. И копаю. Влага есть, достаточно пока. Вот сейчас вот червячки. Вот видите, земля не рассыпается. Отлично. Потому что первых 3 дня после высадки этой рассады, так, чтобы ровненько было, я никогда не поливаю. Единственное, что сегодня нашатырем вокруг растения самого буду поливать. Видите, еще не переработалась вся органика. Мы показывали уже видео. Осенью мы обязательно зеленую массу закапываем. И сюда деструктор целлюлозы отправляем. Так, сейчас посмотрим, как этот помидорчик ляжет. Ага. Температура уже почвы плюс 18. Вот думаю, как лучше его. Все-таки в глубину. Температура хорошая. Здесь очень тепло. Вот так вот. Сейчас мы вот так. Вот таким образом. Ну что, теперь набираю пол-литровую баночку. Вот пол-литровая баночка вот этих удобрений, которые мы смешали. И просыпаю здесь, в этой части, где будет расти помидор. И обязательно нужно вот это все удобрение перемешать, чтобы не стоял на одном месте корешочек. А так он будет здесь питаться себе и никуда не будет двигаться. А нам надо, чтобы корень, конечно, здесь очень хорошо, зеленая органика, тоже очень хорошо будет, есть что кушать. Вот, и мы еще вносили вместе с органиком курнык, такое искусственное, как искусственно обработанное удобрение, куриный помет. Вот, очень хорошо тоже получается результат, поэтому у нас это было с осени. Вот так вот. Теперь беру растение. Ну, думаю, что ему тут будет хорошо. Вот таким образом. Я его чуть-чуть вот сюда. Каждое растение индивидуально.
Я их сегодня хорошенько до обеда полила. Смотрите, что здесь делается. Здесь полным-полно корней. Большой горшочек. Вот сейчас буду думать, как его... Конечно, можно и лежа, чтобы не поломать. Вот таким образом, полулежа, мы его сейчас и сюда посадим. Потом он выравнивается. Это уже проверено много раз. Вот. И теперь помидор посажен. Но это еще не все. Завершающий аккорд — это 10% нашатырный спирт. Использую его всегда. 2 столовые ложки на 10 литров воды. Перемешиваю. И каждое растение, под каждое растение по пол-литра. Вокруг, не под само растение, потому что сейчас это нельзя делать. Поливать уже в весах нельзя. Итак, мне пол-литровая баночка нужна. И смотрите, здесь уже я показывала принцип, а сейчас показываю, как я это делаю. То мне сказали, вы что, с горшком посадили? Я просто показывала тут помидорчик. Вот, пол-литра я вокруг вот этого растения. Вот и все. Вот так мы посадили томаты 24 вечером. У нас еще впереди есть время для того, чтобы завершить вот эти 2 рядочка. Мы вам покажем, что получилось. Хоть это будет уже позже, ночью, но обязательно об этом, хоть и темно, покажем, подсветим, как у нас это получилось. Ну что ж, мы их посадили. Понадобился час для того, чтобы вот эти 2 рядочка полностью завершить посадку рассады томатов. Ну а мы прощаемся с вами. Мы свой план сегодня выполнили на 24 апреля. А мы — это Раиса Греченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго, до новых встреч в новых видео.